Цели проекта. Правильная постановка целей – один из важных критериев успеха проекта. Чем четче и конкретнее вы поставите цель, тем более правильно вы выберете способ ее достижения в рамках вашей инициативы. Также важно обратить внимание на то, какую проблему решает ваш проект. И для этого существует удобный инструмент – дерево проблем и дерево решений. В центре дерева проблем лежит та основная проблема, которую, как вам кажется, должен был бы решить ваш проект. Далее дерево делится на два уровня – верхний и нижний. Верхний уровень – это негативные последствия, которые появляются в результате существования проблемы. Нижний уровень – это причины, которые приводят к проблемам. Чтобы определить последствия, вам нужно ответить на вопрос, к чему приводит существование этой проблемы, что в результате плохого происходит. Чтобы определить причины, ответьте на вопрос, почему эта проблема существует, что к ней привело. У каждой причины также могут быть свои подпричины, которые вы определяете через постановку такого же вопроса. Чем детальнее вы разбираетесь в теме, которой посвящен ваш проект, тем большим будет дерево проблем. Таким образом, оно может разрастаться как в сторону последствий, так и в сторону причин. Как последствий, так и причин и их подпричин вы можете прописать столько для своего проекта, сколько считаете нужным. Например, возьмем проблему «большое количество мусора в городе N». Какими могут быть негативные последствия в результате существования этой проблемы? Например, ухудшается состояние водоемов, ухудшается общее экологическое состояние в городе, страдает флора и фауна. Возможные причины этой проблемы. Люди выбрасывают мусор в неположенных местах, или неэффективно работают коммунальные службы, или же мусор просто негде перерабатывать. Когда дерево проблем готово, вы можете трансформировать его в дерево решений. Соответственно, нам необходимо перевернуть каждый из компонентов дерева проблем в положительное утверждение, зеркально его отобразить. Проблема станет целью проекта, негативные последствия – положительным эффектом, причины и подпричины – задачами и подзадачами проекта. Например, проблема «большое количество мусора в городе N» переворачиваем в цель проекта – уменьшить количество мусора в городе N на x%. Негативные последствия переворачиваем в положительный эффект, который появляется от решения проблемы. Например, было «загрязняются водоемы», стало «чистые водоемы в городе». Причины проблемы становятся задачами проекта. Например, люди выбрасывают мусор в положенном месте, эффективно работают коммунальные службы и так далее. Дерево проблем и дерево решений позволяют комплексно посмотреть на проблему, которую хочет решить ваш проект, и найти оптимальный способ ее решения. Каждая отдельная ветка причин, трансформировавшихся в задачи, и последствий, которые перевернулись в эффект, может быть разным проектом. Например, вы можете решить работать только с жителями города, обучая их раздельному сбору мусора и его правильной утилизации. Или же наоборот, вы можете выбрать другой формат вашего проекта, работая с коммунальными службами и повышая их продуктивность. Выбор таких вариантов проекта называют проектными альтернативами. Итак, подведем итог. Чем же полезно дерево проблем и дерево решений? В первую очередь, они помогают правильно определить проблему, с которой будет работать ваш проект. Также вы можете выбрать оптимальный подход к решению этой проблемы, причем именно через устранение причины существования данной проблемы. К тому же вы можете увидеть альтернативные решения вашего проекта и выбрать оптимальный для себя вариант. Дерево проблем и дерево решений помогает четко сформулировать цели вашего проекта, что именно в нем вы будете делать, ради чего, к какому результату вы хотите прийти. Также он помогает правильно определить ключевые коммуникационные сообщения для вашей аудитории.